Радиотелевизионная компания Италии представляет фильм «Гриф. Птица терпеливая». В ролях Дональд Плезенс, Валерия Добиччи, Массимо Сарато, Саша Чидарко, Бруно Карацари, Per Андерсон, Бруно Белотто и другие. Сценарий Джана Пьетро Калассо. По одноименной повести Джеймса Хадли Чейза. Композитор Эджисто Макки. Оператор Аяччо Паролино. Продюсер Никола Форте. Совместное производство Райдуэ и Бета-фильм. Режиссер Джан Пьетро Калассо. Говорит диспетчерская аэропорта Чампино, Рим. Подтверждаем разрешение на посадку. Передайте привет господину Шалику. Спасибо, передам. С благополучным возвращением, господин Шалик. Спасибо, Наталья. Приятное было путешествие. Скажем, сносное. Ну, какие новости? Звонил господин Фейерчайлд из Техаса. И чего же он хочет? Его интересует итальянский примитивист флорентийской школы. Он сказал, что не спешит, но картина должна быть кисти признанного мастера. А сколько он готов заплатить? До 5 миллионов долларов. Что еще? Тот груз для Ирана доставлен на место и полностью оплачен. Я получила квитанцию из Цюриха. Хорошо. Больше ничего? Почта. Что-нибудь важное? Обычные отчеты, кроме вот этого. Взгляните. Очень интересно. Ты что-нибудь выяснила? Я обратилась в агентство. Вот досье. Это я потом прочту. А сейчас изложи мне суть дела. Это римский князь, он очень богат. У него большая коллекция реликвий Возрождения. Вот полный список экспонатов. А его финансовое положение? Похоже, прекрасное. Судя по досье, в Италии у него участки земли, недвижимость на большую сумму и роскошная яхта. А в Сен-Морице вилла, куда он часто приезжает покататься на лыжах. И открытый счет в местном банке. Понятно. А нет ли чего-нибудь такого, скажем, не безукоризненного у него в прошлом?
Пожалуй, есть. Как вы сможете убедиться, не все у него гладко. Что-то вызывает сомнения. Фининспекция даже завела на него дело. Но у него лучшие адвокаты в Риме, и он сумел выкрутиться. Как вы понимаете. Хорошо, позвони ему. Да, сейчас. Алло? Господин Арон Шалик хотел бы поговорить с князем. Спасибо. Войдите. Господин князь, к вам господин Шалик. Пусти его. Проходите. Как себя чувствуете, князь? Старость не радость. Прошу, располагайтесь. Спасибо. Не хотите вина? Не составите мне компанию? Спасибо. Домашнее. С моих виноградников. Шампанское я вообще не пью. Это привилегия богатых за наше сотрудничество, которое будет, несомненно, успешным. Нет, не спешите с такими утверждениями. Дело не такое простое, как может показаться. Вино просто замечательное, конечно. Вам нравится? Еще бы. Но вернемся к делу. Я человек практичный, но при этом верю в чудеса. Только стоят они несколько дороже. Я работал на многих клиентов во всем мире и скажу без ложной скромности, с неизменным успехом. Да, я много о вас слышал, поэтому и обратился к вам. Взгляните-ка, полюбуйтесь на это кольцо. Интересно. Очень необычное. Вы даже не представляете, насколько. Расскажите мне о нем, князь. Вещь уникальна, ей цены нет. Это печатка из эллинистического рубина II века нашей эры. На нем вырезана голова медузы. Внутри кольца емкость для яда. Если нажать на кольцо с правой стороны, из него выходит крохотная игла, прямо изо рта черепа, который вот здесь, внизу. И когда Цезарь Борджиа хотел от кого-то избавиться, на прощание он просто пожимал жертве руку. Игла царапала ладонь, вводя под кожу каплю яда. Человек уходил и умирал. Насколько я понимаю, именно это кольцо я и должен для вас найти. Да, вы уже догадались. А где находится кольцо? Оно выставлено в каком-нибудь музее или принадлежит частному коллекционеру? Оно в частной коллекции Макса Каленберга. Макса Каленберга? Южноафриканского магната, владельца золотых рудников. Точно? Вы его знаете? Да, наслышан. Но лично не знаком. Он один из самых знаменитых подпольных коллекционеров произведений искусства во всем мире. Кстати, почему вы так уверены, что кольцо именно у него? У меня тоже есть надежные осведомители. Вы получите кольцо. Это я вам гарантирую. Что касается моего гонорара, он будет зависеть от трудностей, которые мне придется преодолеть. Этот Каленберг, похоже, твердый орешек. Естественно, я соберу о нем всю необходимую информацию. А пока что расскажите, пожалуйста, все, что вы о нем знаете. Толком о нем не знает никто. Каленберг — личность легендарная. Отец у него немец, мать креолка. Он живет в ЮАР, на вилле посреди непроходимого леса, где обитают зулусы. Свою частную жизнь он ревниво оберегает от всех. Говорят, он необычайно красив, а еще поговаривают, будто он урод и живет отшельником, чтобы никто не видел его уродства.
В наследство ему достались золотые рудники баснословной стоимости. К тому же он гениальный финансист. Свое состояние он настолько приумножил, что стал одним из самых богатых людей мира. У него две страсти. Коллекционирование и женщины. Денег на это он не жалеет. Вот и все, что я могу о нем сказать. Идем на посадку в Гамбург. Господин Шалик, разрешите? Спасибо. Кто там? Друг. У меня нет друзей. Чего ты хочешь? Деловой разговор. Я знаю, что вас интересует работа за границей. Проходи. Руки за голову, быстро. Садись. Ну, выкладывай, чего тебе? Куда полез? Руки. У меня в кармане швейцарский паспорт. Не липа. Думаю, что вам это интересно. Ладно, вынимай. Медленно. Я знаю, что вам необходимо срочно переменить обстановку. Он станет вашим, если мы столкуемся. Кроме того, 30 тысяч долларов сразу и еще 100 тысяч по завершении работы. А что надо делать? Я бы хотел, чтобы вы завладели одним предметом, который ныне хранится в некоем месте, оснащенном самыми совершенными системами безопасности, производства фирмы «Балстрем». О ней мне все известно. Я работал там на заводе. Знаю. Работать придется в стране, весьма удаленной от Германии. Устраивает? Возможно. Предупреждаю сразу. Мне нужна не только максимальная отдача, но также дисциплина и абсолютная надежность. Я профессионал. Я тоже.
И поэтому всегда принимаю необходимые меры предосторожности. Например, я в курсе, что вы только что вышли из тюрьмы, где отбывали срок за ограбление банка. Но вас выпустили после того, как вы назвали имена террористов, входящих в группу, членом которой вы являлись в то время. И теперь эти террористы охотятся за вами, чтобы отомстить. А при чем здесь это? Я связан с этими террористами, поставляю им оружие. Таким образом, если вы вздумаете меня обманывать, я просто сообщу им ваше новое имя и где вас найти. Понятно? Ваш коньяк, господин Шалик. Где мы сейчас находимся? Пролетаем над Южной Африкой. В Дурбане будем примерно через полчаса. Я уже предупредила господина Лоутона, что самолет задерживается. Господин Лоутон, я знаю, вы здесь самый опытный специалист по сафари. И очень хорошо изучили места обитания зулусов. Верно? В общем, да. Я часто там бываю. А вы знаете Макса Каленберга? Да, конечно. Несколько раз я сопровождал клиентов к нему на виллу. Я тоже хочу направить туда экспедицию. И намерен пригласить вас в качестве проводника и организатора. Согласен. И когда вы хотите ее отправить? Ну, скажем, через пару недель. Понадобится вертолет. А вы можете его найти? Само собой. Это будет стоить примерно? Нет проблем. Кроме вертолета, мне нужен еще и Land Rover. Часть экспедиции будет передвигаться по земле. Вот этого я вам не советую. В период дождей лес становится непроходимым. Но для меня это очень важно. За хорошую плату возьметесь? Хорошо. Раз уж вы так настаиваете, но должен вас предупредить, что дело это весьма трудное и опасное. Ничего. Вам надо будет сделать так, чтобы вертолет и Land Rover прибыли на виллу одновременно. Да, еще одно важное условие. Операция должна проходить в полной тайне. И появление на вилле должно стать полной неожиданностью. То есть у вас нет разрешения господина Каленберга? Каленберг должен оставаться в неведении. Но вы не отдаете себе отчета, что говорите. Вилла оснащена самыми совершенными системами оповещений. Там десятки охранников. У них новейшее оружие, и они, не задумываясь, откроют стрельбу по любому, кто попытается приблизиться без разрешения. То, что вы задумали, просто невозможно. Нет ничего невозможного, когда все хорошо организовано и хватает денег. Деньги у меня уже есть, и поэтому надо только, чтобы вы обеспечили организацию. Господин Шалик. То, что вы от меня хотите, не только чрезвычайно опасно, но и противозаконно. Очень сожалею, но я на это пойти не могу. Господин Лоутон, у вас дочь 8 лет. У нее врожденная болезнь печени. Это так серьезно, что необходима трансплантация. Операцию надо сделать как можно быстрее, ведь жизнь вашей дочери в опасности. Вы навели справки. Лучшее место для операции – это Хьюстон в Техасе. Поездка, операция, лечение, пребывание в больнице обойдутся приблизительно в $150 тысяч. Но вы такой суммой не располагаете. Поправьте меня, если я что-то не так сказал. Все правильно. Господин Лоутон, ведь вы на все пойдете, чтобы спасти дочь, так? На все.
Я хотел сказать, что если вы согласитесь на сотрудничество, я не только щедро оплачу ваши профессиональные услуги, но и берусь устроить операцию с последующей оплатой всех необходимых расходов до полного выздоровления вашей дочки. Гриф первый для пульта управления. Вижу вертолет. Даю разрешение на посадку. Отнесите это в музей. Полегче, осторожнее. Доброе утро, Шац. Проголодался, да? Хороший. Что ты хочешь сказать? Ну, говори. Да, конечно. Конечно. Сейчас потребуем себе завтрак. А теперь прыгай на пол. Давай на пол. Молодец, Шац. Лежать. Лежать. Молодец. Здравствуйте, господин Каленберг. С добрым утром. Здравствуй, Йоко. Пусть принесут мне чай и завтрак для Шаца. Хорошо, господин Каленберг. Что нового на Уолл-стрите? Последний общий показатель котировок упал на 200 пунктов. Занимающие вас акции в прежней цене. Как мы должны поступить? Распорядитесь купить еще на 15 миллионов долларов и доложите, как реагирует рынок. Я сейчас же передам распоряжение, господин Каленберг. Хорошо. Еще что-нибудь? Да, господин Каленберг, доставили картину. Великолепно. Где она? Ее отнесли в музей, как вы распорядились. Будьте готовы через час. Я должен продиктовать несколько писем. Хорошо, господин Каленберг.
Что-нибудь еще, господин Каленберг? Можешь идти. Хорошо. Поставь ему. Ну что, позавтракать хочешь? Привет. О, Клаудио, куда ты пропал? Работа. Меня ждет босс. Где он? В конторе? Нет, там. Спасибо. Держи, конфет купишь. Спасибо. Ух ты, как раз в моем вкусе. Это новенькое? Только что из Бразилии. Потом познакомлю. Деньги принес? Теперь мы в расчете. У тебя нюхнуть не будет? Только настоящего. Само собой. Лучше не бывает. Там уже все готово. Пойдем. Я чувствую, что это мой вечер.
Чип. 30 миллионов. 30 миллионов. No, Пас. 60 миллионов. 60 миллионов. 100. 100. Diciamo Скажем, 150. 150. Accetti. Чек устроит? Sì. Да. Vedo. Откроемся. Scala reale. Я выиграл. Buongiorno. Добрый день. Добрый день. Buongiorno, signor. Добрый день, господа. Добрый день. Вам машину нет, спасибо. Алло, это секретарша господина Шалика. Хорошо, спасибо. Господин Шалик, он поднимается сюда. Хорошо, впусти его. Хорошо. У нас гость. Buongiorno. Добрый день. У меня встреча с господином Шаликом. Пожалуйста, располагайтесь. Grazie. Спасибо. Mi scusi, sono Простите, un po' небольшая проверка. Le spiace, Пожалуйста, вас не затруднит выложить все из карманов? Veramente le ho già vuote. По правде говоря, они у меня и так пустые. Это все, что у меня есть. Да и то, боюсь, лишь на несколько дней. Prego. Простите, пожалуйста. Avanti. Войдите. Господин Шалик, прошу. Buongiorno. Добрый день. Avanti. Проходите. Avanti. Проходите, молодой человек. Sieda. Садитесь, располагайтесь поудобнее. Спасибо. Mi risulta Я знаю, вы воздушный ас, непревзойденный мастер акробатических трюков на вертолетах. che sono Вас anche приглашают informato сниматься. senza... Мне также известно, что сейчас вы без работы. Ora ho un Так вот, я progetto хочу molto предложить вам один interessante e очень интересный и хорошо оплачиваемый вариант. Grazie. Спасибо. E lei il А produttore? продюсер — это вы? Oh, no, non si tratta. Нет, речь идет не о Ma фильме. più o meno le prestazioni Но che sarà работа от richiesto вас di fornire потребуется saranno в simili. том же духе. Si tratta di pilotare Вы un поведете elicottero e вертолет simulare и разыграете аварию, effettuando quello che в deve результате чего sembrare un совершите atterraggio di как бы вынужденную посадку. un incidente. Но все должно быть абсолютно правдоподобно. Verosimile. Non c'è Это без проблем. Da parte sua Уточню preciso, сразу. oltre a От prestazioni вас я жду не только чистой работы, io pretendo но и un'assoluta сохранение тайны. discrezione. Ma so di И poter я contare знаю, su что могу lei. рассчитывать на вас. Lei si trova con Вы il ведь problema крупно di проигрались в карты debito di gioco весьма подозрительным субъектом, а отдать долг вы не в состоянии. oltre al suo compenso. Если я буду удовлетворен вашим поведением, я не только заплачу вам за работу, но и готов полностью погасить ваш долг. In caso В contrario, противном случае sarei costretto я a буду consegnarla вынужден nelle отдать mani вас в руки del кредиторов, creditore, non sarebbe в чем не вижу для вас большой радости. Они все время ждут. До чего же терпеливые птицы? Già, Да,
Гриф — птица терпеливая. Какая изысканность, господин Шалик. А разве могло быть иначе? Вы такая утонченная женщина, Астрид. Но не пора ли поговорить о деле? Да, вам не помешает сигара? Нет, конечно. Признаюсь, я вас уже кое-что выяснил. И мне не надо спрашивать, сколько вы зарабатываете. Это я и сам знаю. Скажу сразу. Готов предложить намного больше. Если вы согласитесь участвовать в одном проекте, которым я сейчас занимаюсь. Любопытно, а что это за проект? Не показ мод, конечно. Нет. Конечно, нет. Более того, хочу сразу сказать, что от вас потребуется некоторая свобода поведения. Как бы это поточнее выразить? Моральная раскованность и даже изрядная смелость. Дело весьма рискованное. И даже очень. Я обожаю риск и умею за себя постоять. Хорошо, я уверен, что мы сговоримся. И все же я принял кое-какие меры предосторожности. Не хотите взглянуть?
Мне известно, что время от времени вы поправляете свои дела, обращаясь к самой древней профессии в мире. Клиентов вы выбираете безошибочно: банкиры, промышленники, политики. Вы понимаете, конечно, что произойдет, если эти фотографии будут опубликованы? Шантаж? Нет. Гарантия. Видите ли, от своих сотрудников я требую беспрекословного подчинения и честной игры. Иногда деньги — недостаточная гарантия. Всегда может найтись кто-то, кто даст больше. Понимаю. А могу я узнать, почему вы выбрали именно меня? Потому что мне нужны именно вы. Вы красивы, предприимчивы, у вас есть характер, шарм и опыт. А главное, вам всегда не хватает денег. И ради них вы готовы на все. Я знаю даже, что вы занимаетесь японской борьбой. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Да, у меня черный пояс под дзюдо. Это может пригодиться. И вам лично, и для успешного исхода операции. Пожалуй, пора сказать вам, в чем дело. Курс золота снова опустился на 5 пунктов на всех биржах. Если в Лондоне будет зафиксировано падение еще на 3 пункта, распорядитесь насчет закупки слитков на 20 миллионов долларов. Но, господин Каленберг, простите, что вмешиваюсь. Не слишком ли это большой риск? Я все рассчитал. Вы понимаете, сколько мы заработаем, если мои прогнозы оправдаются? Я работаю, Герман. В чем дело? Одно осложнение в связи с безопасностью, господин Каленберг. Докладывай. Пришел отчет из Рима. Некий Арон Шалик пытается добыть тайную информацию о вас. Шалик. Это имя мне что-то говорит. Ты проверил по компьютеру? Так точно. Армянин. Подданный Лихтенштейна. Выпускник Лондонского института экономики. Выдает себя за финансиста. Имеет офисы в Риме, Лондоне, Париже, Цюрихе и Нью-Йорке. На самом деле торгует оружием, наркотиками и произведениями искусства на черном рынке. Вероятно, хочет нам что-нибудь предложить. Как ты думаешь? Может быть, но лучше подстраховаться. Что ты предлагаешь? Установить за ним неотступные наблюдения и выяснить, какие у него намерения. Хорошо. Займись этим немедленно. Есть. Нам не сразу удалось установить микрофон в номере. Там круглосуточно дежурят охранники из одной частной фирмы. Они обыскивают всех, кто приходит, включая обслуживающий персонал. И как же вы поступили? Кроме Шалика не подлежит обыску только его секретарша. Вот мы и постарались склонить ее к сотрудничеству. И вам это удалось? На 100% мы еще не уверены. Но надеемся, что да. Сначала мы пробовали ее подкупить, но это пустой номер. Тогда нам пришлось обратиться к практике. Менее распространенной, но, надеемся, более эффективной. То есть профессиональный сутенер. Мы раньше его использовали с неизменным успехом.
Что же это? Signorina, mi scusi. Синьорина, простите, у вас колесо не в порядке? Да, похоже на то. Dove vai? Куда же вы? Попробую поймать такси. Не надо, я поставлю вам запасное колесо. Нет, спасибо, я не могу позволить. Sarei felice. Я с радостью выручу такую девушку, как вы. Lei si siede. Посидите в машине. Нет, нет, позвольте хотя бы подержать вам зонтик. Non posso bagnarmi qui. Я все равно промок до нитки. Прошу вас, идите в машину. E mi apre il cofano. И откройте мне, пожалуйста, багажник. Tutto a posto. Вот и все. Не знаю, как вас и благодарить. È stato un piacere. Я рад, что помог. Senta, Послушайте, вы случайно не к центру? Да, я еду к площади Навона. Вас подвезти? piazza Navona. Площадь Навона? Это было бы замечательно. Не знаю, удобно ли это. Я ваша должница и буду рада хоть как-то вас отблагодарить. Садитесь. Permesso? Можно? Прошу, входите. Располагайтесь. Carino. Как уютно. Veramente Правда, carino. уютно. E che bella А vista. какой вид? Снимите плащ. Положите его на диван. Вам надо полотенце, а ванная там. Я покажу. Grazie. Спасибо. Вот эта дверь. А я приготовлю вам коктейль и легкий ужин. Боюсь, не очень хорошо получилось. Я в этом не разбираюсь. Я совсем не пью. Non vorrà far... Не пей же мне одному. Su. Смелее. Составьте мне компанию. Ну так уж и быть. Ради вас сделаю исключение. Ваше здоровье. Non ci siamo... Мы даже не познакомились. Io mi chiamo... Меня зовут Габриэль. А меня Наталья. Наталья, какое красивое имя. Adatto a... Оно вам подходит. Cin-cin, Natalia. Чин-чин Габриэля. Какой крепкий. Perché nascondere? Зачем скрывать такие красивые глаза? Я очень близорукая. Нет. Нет, что вы делаете? Не надо, прошу вас, прошу. Сокровище мое, прости, что не могу побыть с тобой. Мне надо на работу. А ты оставайся сколько захочешь. Поешь. Che meraviglia. Как здорово. Sai che non ho mai Знаешь, fatto я una никогда еще не завтракал в постели. Бедный ты мой. Ешь, подкрепись. А потом спи сколько захочешь. Если тебе надо куда-то пойти, пожалуйста. Вот тебе ключи. Будь как дома. Я вернусь вечером, как только смогу. Только не знаю, в котором часу, ведь день у меня не нормированный. Если тебе будет скучно, почитай книгу, посмотри телевизор. Какой ты красивый.
Дорогой мой полковник, в ответ на вопросы, выдвинутые вами в ходе нашей недавней дружеской встречи, число поставите сами. Рад сообщить, что появилась возможность отгрузить вам технику, которая вас интересует, а именно переносную ракетную установку советского производства под кодовым названием «Звезда». Дорогой, Габриэля, прости, что задержалась. Дорогой, где ты? Куда ты спрятался? Я здесь, Наталья. Послушай, у меня проблемы. Что случилось? Тебе плохо? Что ты делаешь? Куда ты? Я должен уйти. У меня есть одна знакомая девушка, она обещала помочь. Я должен встретиться с ней сегодня вечером. Девушка? Да что ты делаешь? Иди сюда. Сядь. Давай я помогу тебе. Что стряслось? А то, что если я не верну монеты, мне все кости переломают. Да что ты, кто? Типы, с которыми шутки плохи. А сколько ты должен? Еще 30 миллионов. 30 миллионов? А когда ты их должен отдать? Мне дали еще неделю, но не больше. Габриэля, а если я сумею собрать эту сумму, ты останешься здесь, будешь жить со мной? Ты серьезно? Это было бы замечательно. Я бы снова пошел на работу и все бы тебе вернул по частям. Да что я говорю? Где ты достанешь 30 миллионов вот так сразу? А ты любишь меня? Сама знаешь, что люблю. Тогда поцелуй меня. Скажи еще. Повтори. Любимый мой. Я хотела сообщить, что господин Шалик задумал крупную операцию, которая имеет отношение к Максу Калленбергу. Я готова все рассказать за 30 миллионов. Это большие деньги. Я никогда ничего подобного не делала. Я вынуждена предать своего шефа, потому что мне позарез нужна эта сумма. Я вас понимаю. Но если у вас важные сведения... Очень важные. Знаете, давайте поступим так. Вы введете меня в курс дела и получите задаток. А все остальное я вам вручу, как только вы представите доказательства. Доказательства? А как? Все очень просто. Вы знаете, что это такое? По-моему, это магнитофон. Правильно. Новейшей конструкции, но с ним легко работать. Сейчас я вам покажу. Поставьте ее куда-нибудь, пожалуйста. Это мы мигом, сеньора. Прошу. Входите, Астрид, располагайтесь.
Клаудио, очень приятно. Очень приятно. Отто Крюгер. Очень приятно. Ну, можно начинать. Собрались все, кроме господина Гэри Лоутона, организатора экспедиции. Он уже получил инструкции и ждет вас в Южной Африке. Завтра вылетаете в Дурбан. Вот все, что нужно. Авиабилеты, оплата гостиницы и деньги в американских долларах. Встречаясь с каждым из вас, я уже рассказал, кому что надо делать. Я уже нашел вертолет, который вы хотели. Вы достали все необходимое, чтобы симулировать аварию? Да. Вот чек. А вот мой. За фотоматериалы у меня друг-фотограф. Он помог. Хорошо. Где ваши инструменты? Все в гостинице. Вам удалось выяснить, какого типа система оповещения? Вот ксерокопии схем электронных контуров, установленных на вилле. Великолепно. Это сэкономит мне уйму времени. Но как вам удалось это раздобыть? У меня есть свои приемы, как вы знаете. Вот план виллы Каленберга. В бункере. Когда был сделан этот план? Хороший вопрос, господин Крюгер. Его изготовили несколько лет назад. Возможно, что-то изменилось. Это предстоит проверить вам вдвоем, когда вы проникнете на виллу. Это может оказаться не таким простым делом. Попробую я все проверить. Скажу, что мне безумно нравится вилла и что хочу все хорошенько осмотреть. Намекну ему, что осмотр можно закончить посещением спальни. Если Каленберг действительно неравнодушен к женщинам, навряд ли он мне откажет. Конечно же, он не устоит. А вот еще что. Не знаю, есть ли в коллекции Каленберга другие кольца. Нас занимает именно кольцо Цезаря Борджиа. Вот оно на фотографии. Присмотритесь хорошенько. Дослушаю потом. Ну и то, что я уже услышал, более чем достаточно. Вот, получите. Может быть, хотите пересчитать? Кстати, не забудьте вернуть мне микрофон. Любимый, это я. Габриэля, да где же ты? Любимый, что ты здесь делаешь? Ты же можешь простудиться. Монеты получила? Ну что за кислый вид? Ты должна быть довольна. Иуда не был доволен. Он удавился.
Ты проголодался, правда? Я принесла тебе роскошный бифштекс. Сейчас приготовлю. Плевать мне на твой бифштекс, деньги давай. Тут точно, любимый, не волнуйся. Теперь ты доволен? Да что ты делаешь? Я ухожу. Куда это? Поразвлечься с одной красоткой. На твои деньги. Что? А ты что думала? Что я был с тобой по любви? Я осчастливил тебя, нет? Нет, погоди, погоди. Отстань. Габриэля, погоди. Что вам угодно? Мы бы хотели поговорить с господином Шаликом. Он назначил вам встречу? Полиция. Наталья? Наталья? Да, она у меня работает. Это моя секретарша. Вы ей доверяете? Разумеется. А что, она сделала что-то предосудительное? Она мертва. Самоубийство. Бросилась вниз со своей террасы. Да что вы. Почему? А мы надеялись узнать это от вас. Просто ума не приложу. Она проработала у меня не 1 год. Мы виделись почти каждый день, но я ничего не знал о ее личной или общественной жизни. Могу только сказать, что она отличный работник, и я ей полностью доверял. Вы знаете, что это такое, господин Шалик? Это фломастер. А вы видели его раньше, например, у себя на столе? Таких у меня на столе много, ими пользуется Наталья. То есть пользовалась. Нам известно, что вы заключаете крупные международные сделки. Ничего такого, что могло бы заинтересовать итальянскую полицию. Знаете, я гражданин Лихтенштейна. Налоги плачу своей стране. Нет, нет. Ваши сделки нас сейчас не интересуют, но, возможно, ими интересуются ваши конкуренты. А при чем здесь самоубийство Натальи? Возможно, это объяснится и предмет, который мы нашли в сумочке вашей секретарши. Я не понимаю. Видите ли, господин Шалик, это не фломастер, как вы полагаете, а сверхчувствительный микрофон. Пользоваться им запрещено, а применяют его в промышленном шпионаже. Не хотите взглянуть? Что же, Наталья работала на кого-то в ущерб мне? Правильно.
Отель Мааран, говорите? Говорит Арон Шалик из Рима. Соедините меня с номером 1631 или 1632 или 1633. Сожалею, сеньор, все они уехали несколько минут назад. Как мне их найти? А, хорошо. Адрес они не оставили, сеньор. Могу только сказать, что за ними заехал господин Гэри Лоутон, и все отправились на сафари. Что за дерьмовая дорога? И дальше так будет. Если пойдут дожди, ее совсем разведет. Сколько от базы до виллы? Почти 400 километров. Но на вертолете мы долетим за пару часов. Да, вы отправитесь после нас, на следующий день. Связь будем держать по радио. Когда доберемся до нужного места, я вам дам сигнал на взлет. У этих голубчиков все удобства. Прямо свадебное путешествие. Нам продираться через лес под дождем. А им в лагере ворковать. У них, видите ли, медовый месяц. Да хватит в самом деле. Когда доберемся до вертолета? Во второй половине дня. Только остановимся по дороге и заберем с собой Тембу. А кто это? А, я забыл вам рассказать. Это Зулус, мой друг. Лучший охотник из всех, кого я знаю. Я послал его вперед проверить дорогу. Темба. Это что за имя? Не негр, случайно? Он Зулус, не швед. Ну разве ты не сказал, что он твой друг? Да, один из лучших моих друзей. Господин Каленберг, известные вам лица выехали из Дурбана. Я только что получил досье. Красивая женщина. Да, сэр. Она манекенщица. Спасибо, Герман. Очень хорошо. Какие нам принять меры, сэр? Видишь моих питомцев, Герман? Так точно. И что они делают? Ничего, сеньор. Ждут пищу. Вот именно. Последуем их примеру и будем ждать. Привет, Гэри. Привет, Джон. Тебя Тембо недавно искал? А где он сейчас? Скоро вернется? Хорошо. Как добрались? Прекрасно. Есть что-нибудь поесть? Мясо оленя. Прекрасно. Добро пожаловать в лагерь. Спасибо.
Ебо! Савубона Герри. Савубона Темба. Это Темба. Вон тот негритос. Послушай, заруби себе на носу. Здесь есть только местные или зулусы, а не негритосы. А почему я не могу называть их негритосами? Это все равно, что называть немцев колбасниками, да? Ну как дорога? Если снова не пойдет дождь, как будто все нормально. Это моя группа. О, счастлив познакомиться. Очень приятно, Астрид. Очень рад. Это от нас. О, чудесно, Джон, спасибо. Что это? Это называется кейн, южноафриканская водка из сахарного тростника. Будем здоровы. Ты не пьешь? Спасибо. Я предпочитаю ликер Негрони. Или мне следует переименовать его в Зулусони? Engangokuba inika amandla nomdlandla. Awulokhu noma ngaphela sidla kanje. Темба, пойди выгрузи палатку. Можно я пойду взгляну? Он твой. Послушай, пока я расплачусь с людьми и поставлю палатку, ты, если хочешь, можешь освежиться. Там водопад, можно искупаться. Опасности нет, кроков нет. Кто такие кроки? Крокодилы. Вот смотри, пойдешь по этой тропе. Вижу. Пойдем посмотрим. Согласна. Красиво, да? Ты потрясная деваха, знаешь? Да, это мне уже говорили. Давай искупаемся. Раздевайся, смелее. Раздеваться я привыкла так, чтобы меня не видели. Ну давай. Не лишай меня такого зрелища. Не уверена, что у тебя хватит на билет. Ну не строй из себя недотрогу. Только не заливай, что это в первый раз. Раздевайся, или я тебе помогу. Купайся сам в холодной воде, охладись немного. Я возвращаюсь в лагерь. Нет, ты останешься здесь. Сама ведь хотела пойти, разве не так? Или ты решила посмеяться надо мной? Убери лапы. Дура, потаскуха, шлюха. Ты мне за это заплатишь. Ты еще об этом пожалеешь. Куда ты? Хочу проверить, как он в воздухе. Я с тобой. А разве ты не с колбасником отправилась? Кстати, где он? Купается. Он к тебе приставал?
Да, только ему это боком вышло. Будь осторожнее. Я не дам себя в обиду. Ну что, вперед? Тебя не укачивает? Нет, а что? Давай в кабину. Смотри, хозяин, он задевает за деревья. Эй, посмотри, кто там? Колбасник вернулся. Сейчас он у меня попляшет. Свинья. Завтра уходим в 4 утра. Пойду-ка я спать. Темба, как только закончишь, присоединяйся к нам. Я тоже спать, просто с ног валюсь. Хорошо, тогда разденешься первой. Мы зайдем через 5 минут. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Что же, мы все в одной палатке спать будем? А тебе нужен роскошный номер на одного? Я хотел спросить, трубочист тоже с нами ляжет? Если ты намекаешь на тембу, то да. Не буду я спать рядом с негром. Ладно, тогда бери спальник и устраивайся снаружи. Добрый день, господин Калленберг. Что прикажете? Принеси мне в кабинет кольцо Цезаря Борджиа и лупу. Будет сделано, сэр. Проверь прежде исправленный механизм подачи яда. Если нет, почини. Да, сэр. Господин Калленберг, добрый день, сэр. Герман. А что Кимоза, старый колдун наших зулусов, жив еще? Да, сэр. Мой отец говорил мне, что он большой специалист по ядам. Это правда? Да, сэр. Хорошо. Мне нужен очень сильный яд. Смертельный, но замедленного действия. Так, чтобы смерть наступала не раньше, чем через 24 часа.
Теперь все в порядке? Да, сэр. А что барахлило? Ослабла пружина затвора и засорился канал иглы. Хорошо, можешь идти. Спокойной ночи, сэр. Приказывайте, сэр. Ты говорил со старым Кимозой? Так точно, он уже приступил к изготовлению яда. Когда будет готово? Думаю, завтра утром. Принесешь мне, как только получишь. Есть, сэр, будет сделано. Добрый вечер, господин Каленберг. Хотите, чтобы я пришла? Да, жди меня в спальне. Иду, сэр. Что будем делать? Тихо, надо выждать. Он возбужден. Оставь ружье. Не стреляй, дурень. Дай сюда ружье. Садись за руль. Эй, солнечный лучик, завтрак готов. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо спалось? Да, мне снилось, что вилла моя. А мне бы хватило этого вертолета. Полетаешь еще со мной?
Лучше этого не делать. Надо экономить горючее. Прошу. Нет, немного кофе и все. Ладно. Это тебя не вдохновляет, да? А я такой голодный, что готов смолотить все подряд. Утром я не ем, только кофе и душ. Ну, кофе-то у нас есть. А вот с душем сложнее. А там же водопад, красота. Туда я пойду. Не холодновато ли? Кому что нравится. Эй, не трогай мою одежду. Кому сказали? Положи на место. Куда потащила? Это все обезьяна. Она украла у меня одежду. Попробуй ее вернуть. Ладно. Я пошел. Вот яд, который вы заказывали, господин Каленберг. Именно то, что я хотел. По словам Кемозе, да. И действует через 24 часа. Он уверяет, что это так. И яд достаточно сильный. Он сказал, что хватит и капли. Ты уже заплатил Кемозе? Я обещал ему 20 коз, сэр. Он получит их, как только вы распорядитесь. Ты сказал ему, что если яд будет действовать как-то по-другому, его хижину сожгут, а его самого прогонят отсюда. Я сказал, что его бросят в воду, на съедение крокодилам. Хорошо. Отнеси ко мне на стол. Прихвати пипетку и резиновые перчатки. Будет сделано, сэр. Есть хотите, да? Что такое? Ливни размыли почву, мы застряли.
Спасибо. Прикрой меня. Что вам угодно, господин Каленберг? Герман, не провинился ли кто-нибудь из наших зулусов? Так точно. Цвит. Я взял его с поличным, он подглядывал за одной из белых девушек, когда та принимала ванну. Он наказан? Так точно. Я решил прогнать его. Завтра он должен оставить эти места. Немедленно приведи его ко мне. Будет сделано. Тембо, придется вытягивать. Иди помоги. А, черт. Давай вперед. Не спеши, хорошо. Не спеши. Вперед, так.
Так, ровнее. Он мертв? Конец первой серии. Фильм озвучен корпорацией «Видеофильм» по заказу телекомпании НТВ. Краткое содержание первой серии. В Африке, в тех местах, где живут зулусы, в непроходимых лесах стоит вилла, оснащенная самыми совершенными системами защиты. Днем и ночью несут там службу вооруженные охранники. Вилла принадлежит Максу Каленбергу, одному из самых богатых, могущественных и таинственных людей мира. Его единственные друзья – это верный гепард, который ходит за ним как кот, и грифы, которых он сам кормит каждый день. За добровольным затворничеством кроется страшная тайна. У Макса лицо киногероя и мощный торс спортсмена, но он родился уродом и вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Влечение к красоте сублимировалось у него в собирании произведений искусства. В коллекции миллиардера хранится уникальное кольцо, которое мечтает заполучить один очень богатый коллекционер из Рима. Он нанимает Арона Шалика, крупного международного дельца, торгующего оружием, наркотиками и произведениями искусства, и поручает ему во что бы то ни стало добыть вожделенное кольцо. Чтобы проникнуть на виллу и завладеть кольцом, Шалик организует группу из 4 человек. Это немецкий уголовник, специалист по системам защитной сигнализации, неотразимая раскованная манекенщица,
Каскадер, вертолетчик, трюкач, выполняющий фигуры высшего пилотажа, и белый охотник-проводник, хорошо знающий местность. К ним присоединяется зулусский охотник. Продумав все до мелочей, они направляются к вилле, преодолевая всевозможные препятствия. Но секретная служба Каленберга выследила экспедицию и контролирует каждый ее шаг. Так завязывается смертельная схватка между южноафриканским магнатом и искателями приключений, которые должны выкрасть у него кольцо. Старому колдуну зулусов Каленберг поручает изготовить сильнейший яд замедленного действия. И, подобно своим грифам, которые проводят время в терпеливом ожидании пищи, он решает выждать, пока противники сами к нему не пожалуют. Радиотелевизионная компания Италии представляет фильм «Гриф. Птица терпеливая». В ролях Дональд Плезенс, Валерия Добиччи, Массимо Сарато, Саша Чидарко, Бруно Карацари, Пер Андерсон, Бруно Белотто и другие. Сценарий Джана Пьетро Калассо. По одноименной повести Джеймса Хадли Чейза. Композитор Эджисто Макки. Оператор Аяччи Паролин. Продюсер Никола Форте. Совместное производство Райдуэ и Бета-фильм. Режиссер Джан Пьетро Калассо. Заходи, Цвет. Иди сюда. Я слышал, что ты завтра уходишь. Да, сэр. Я хотел пожелать тебе удачи. Ну, давай руку. Да, сэр. Спасибо, сэр. Что слышно от Клаудио? В лагере полный порядок. Еще бы. А как медовый месяц? Я имею в виду, шлюха уже трахнулась? Тебе не кажется, что у нас есть дела посерьезнее? Ничего, она у меня еще попляшет. Но и жара. Здесь что, найти тень вообще не светит? Через несколько километров будет лес. Там этого хватает. Устал? Пить хочется. Дай воды. Тембо. Лучше прополоскать горло и выплюнуть. Вот тебе. Возьми и проглоти.
Что это? Соль. Из тебя вышло слишком много пота. Тембо говорит, что может взять у тебя ящик с инструментом. С чего бы это вдруг? Черные привыкли носить на себе поклажу белых. Ну все, вот мы и пришли. Спасибо, друг. Амбагаля, амбагаля. Возьми ящик, Тембо останется здесь. Почему? Потому что он подрядился только как проводник, а мы уже рядом. Дальше я сам справлюсь. Вот что, поблагодари его за то, что он помог мне с ящиком. Скажи ему, что хоть он и негр, а парень хороший. Я рад, что ты это понял. Желаю удачи. До встречи. Леопард первый докладывает. Леопард первый докладывает. Добрый вечер, господин Калленберг. Двое из гостей вошли на территорию и приближаются к вилле. Местный проводник отправился назад. Как мне поступить? За гостями следить. И чтобы они ничего не заподозрили. А проводника? Лучше, когда нет свидетелей. Так точно. Скоро будем на месте. Ты готова? Да. Вот и вилла. Давай дымовую шашку.
Шевелитесь, шевелитесь, к мотору. Синьорина, сейчас вы ранены? Нет, не думаю. Не волнуйтесь, опасность миновала. Что случилось? Не знаю, вдруг повалил дым. Что-то загорелось? Похоже, утечка горючего. Вам просто повезло, что вы пролетали над виллой. Еще бы. Не приземлись мы здесь, так и сгорели бы в воздухе. Вокруг сплошные заросли. Прошу прощения за вторжение, но... Дышите глубже. Полагаю, вам следует выпить чего-нибудь покрепче. Хорошая мысль. Сейчас организуем. Прошу. Куда вы летели? В заповедник Мфоцели. Мне заказан фоторепортаж. Кстати, у вас великолепная вилла, я бы хотела пофотографировать. Вилла не моя, синьорина. Она принадлежит господину Каленбергу. Максу Каленбергу, у которого золотые рудники? Да, именно ему. Фантастика. По-вашему, я могла бы попросить у него интервью? Это была бы сенсация. Я уверена, что Лайф сразу бы это опубликовал. Господин Каленберг никогда не дает интервью, но ради такой ослепительной гости... Конечно, вы наши гости и ночуете здесь. Спасибо, вы очень любезны. Боюсь, что на починку вертолета у меня уйдет несколько часов. Прошу, устраивайтесь поудобнее. Что будете пить? Шампанское? Коктейль? Немного шампанского, спасибо. А мне, если можно, южноафриканской водки. Как это называется? Кейн, по-моему. Простите, синьорина, нельзя снимать без разрешения господина Каленберга. Я немедленно сообщу ему о вашем появлении. Простите, я скоро вернусь. Пока что все как надо. Да, он нам поверил. Как только появится возможность, мне надо будет вернуться к вертолету. Я должен забрать переговорное устройство. Спасибо. Какая утонченность. Как мне здесь нравится. Все бы отдала за такую виллу, оторванную от мира. Это сказка. А мне бы чего-нибудь попроще. От такой роскоши я чувствую себя не в своей тарелке. Роскошь — это единственное, ради чего стоит жить. Господин Каленберг рад, что у него гости, но сейчас он занят. Он примет вас позже за ужином. Пожалуйте за мной, я покажу вам ваши комнаты, чтобы вы могли освежиться и переодеться. Мой чемодан остался в вертолете. Это не важно. Для гостей у нас имеется обширный гардероб. Кстати, советую вам надеть вечернее платье. Господин Каленберг придает большое значение внешнему виду. Пожалуйте со мной. Какое чудо. Похоже на Тиффани. Это и есть Тиффани. В самом деле? И это тоже. Конечно. Но ведь им цены нет. Вы, вероятно, знаете, что господин Каленберг знаменитый коллекционер. Да, слышала. Это правда, что у него удивительный музей? Да, несомненно, один из самых лучших в мире. Очень бы хотелось осмотреть его. Я попрошу разрешения у господина Каленберга. К своим сокровищам он никого не подпускает. Пожалуйте за мной. Прошу, отсюда спускаются в музей. А это что такое?
Телекамера. У всех входов в музей и на виллы установлены такие камеры. Наблюдение ведется круглосуточно. А где же мониторы? Вот, это пульт управления. Отсюда управляет всеми электронными системами защиты. Потрясающая система. В музее хранятся бесценные экспонаты. И всем этим заведуете вы, и все системы безопасности? Нет, сеньорина, за безопасность отвечает господин Герман. Я просто сотрудник. Вы ночью работаете? Только ночью, сеньорина. Сейчас я заступил на дежурство, а в 5 утра меня сменят. До ужина я хотел бы взглянуть, в каком состоянии вертолет. Пожалуйста, только сначала я покажу вам комнату, а потом провожу. Спасибо. Алло, нас приняли на вилле. Гэри, вы на месте? Прием. Понял. Мы здесь, рядом с виллой. Видели, как вы сели? Какая обстановка? Пока все как надо. По-моему, я уже знаю, где Крюгер сможет войти. Больше говорить не могу. Свяжусь с вами при первой же возможности. Хорошо, остаемся на приеме. Все. Лакомый кусочек, верно, Шац? Простите за беспокойство, господин Калленберг, но мне только что сообщили, что Цвит умер. Когда? Около часа назад. Очень хорошо. Можешь отдать 20 коз старому Кимозе. Алло, алло, говорит Клаудио. Прием. Мы на месте. Все в порядке? В порядке. Предупреди Крюгера, что лучше всего войти через галерею с витражами. Я берусь оставить дверь незапертой. Как понял? Скажи ему о телекамере. Послушай. Крюгер говорит, галерея просматривается с помощью телекамеры. Вы должны выйти на пульт управления. А еще он говорит, что если там ночью дежурный, то надо будет отвлечь его в нужный момент. Прием. Роджер, свяжусь с вами позже. Будьте осторожны. Можно? Входи, входи.
Поговорил с ними? Да, они около виллы. Все как надо. Брюгер пройдет через галерею с витражами. Просит, чтобы мы отвлекли дежурного. Это я беру на себя. Итак, Астрид, вы говорили, что работаете журналисткой и фотографом. А в каком журнале? Wildlife. А, я его хорошо знаю. Но ваше имя среди сотрудников я как будто не встречал. Да, я там недавно. Но я еще и публикуюсь в журнале Life. Если вы дадите мне интервью и разрешите фотографировать, я уверена, что они примут материал. Я никогда не даю интервью и не разрешаю здесь фотографировать. Но для вас я сделаю исключение. А знаете почему? Нет. Скажем, по двум причинам. Во-первых, вы очень красивы и заслуживаете особого обращения. А кроме того, я убежден, что в конечном счете вы ничего не опубликуете. Почему же? Это я потом вам объясню. А пока что считайте, что это моя маленькая тайна. Но вы говорили, что хотели бы осмотреть музей. Да, это мое заветное желание. Слушаю, господин Каленберг. Я спускаюсь в музей. Понял, господин Каленберг? Господин Каленберг спускается. Все эти поразительные механизмы и системы защиты работают от электричества? Конечно. А если авария? Если выйдет из строя основной генератор, у нас есть запасной. А если кому-то удастся вывести из строя оба? Безопасность не пострадает. Автоматически заработают батареи. Фантастика. Я вижу, вас занимает тема безопасности. Очень. Я бы хотела об этом написать, если вы не возражаете. Не возражаю. Никто не может вывести из строя эти системы безопасности, за исключением фирмы, которая их установила. Это входная дверь. Она стальная. Механизм, который ее открывает, соединен с часами. Если стрелки установить на 1 час, а счетчик на другой, никто не сможет открыть дверь в этом интервале. Даже нам это не под силу. А когда вы ставите часы? Ночью? Да. Дафна и Аполлон. Какая замечательная копия. Это не копия, а оригинал. Но разве оригинал не в галерее Бургезе в Риме? Он был там, пока я не распорядился заменить его копией. А это? Это тоже? Оригинал. Конечно. Видите ли, Астрид, настоящая красота не для всех. Она только для тех, кто может понять ее и упиваться ею до самозабвения. Для туристов, для масс. Копии более чем достаточно. Сюда прошу.
Вы женщина, и вам, верно, нравятся драгоценности. Очень. Я хочу показать вам одну вещицу. Я хочу показать вам одну вещицу. Посмотрите на это кольцо. Второго такого не сыщешь. Его придумал сам Цезарь Борджиа. Можно? А, это вы, синьорина? Я не помешаю? Нет. Вам что-то надо? Я бы хотела снять вас и пульт управления. Надо связаться с господином Германом. Мне господин Каленберг разрешил. Ну, что я должен делать? Хотите, я поговорю в микрофон? Пульт вызывает грифа. Пульт... Нет, смотрите в мою сторону. Подвиньтесь так, чтобы пистолет был на виду. Вот так, так, хорошо. Так, отлично. Повернитесь. Прекрасно. Так, хорошо, улыбочку. Так, прекрасно. Снова улыбнитесь. Хорошо, так. Смотрите в объектив. Еще раз улыбочку. Ладно. Хорошо, так, хорошо. Спасибо. А что это за штуки? Это участки, которые соответствуют указателям комнат музея. Вот. Так они отключаются, а так снова подключаются.
Сюда. Скоро будет мат, Шац. Господин Каленберг, ему удалось открыть бронированную дверь. Уже? Какой молодец. Получилось. Всем оставаться на местах. Господин Каленберг передает вам свои поздравления. Он ждет вас наверху в своем кабинете. Входите. А вот и мои любезные гости. Астрид, Клаудио, прошу. Я пригласила господина Лоутона. По-моему, было бы невежливо заставлять его ждать снаружи. Очень приятно познакомиться, господин Крюгер. От всей души поздравляю. Вы были просто безупречны. Спасибо, Герман. Можете идти. За мной. Подойдите, милая моя. Покажите руку. Не эту, другую. На которой кольцо. Божественно, вам так идет, что я даже готов подарить его вам, если вы примете мое предложение. Но прежде скажите, как поживает господин Шалик? Когда я видела его в последний раз, он ни на что не жаловался. Он все еще организует эти гнусные кражи? Судя по тому, что я видела в музее, вы ни в чем ему не уступаете. Да, львиная доля моих сокровищ – вещи краденые. Но мне обидно, что вы не видите разницы. Я поклоняюсь красоте. Я ее понимаю, она мне необходима. Шалик же наживается на ней. Я живу во имя красоты, он ради денег. Есть разница? Не находите? Опрометчиво ты поступил, отпустив своих дикарей. Почему же, господин Крюгер? Потому что сейчас ты выведешь нас отсюда и проводишь до вертолета. А с какой стати я буду это делать? Потому что иначе я тебе кишки выпущу. Шац. Прекратите!
Шац, лежать. Молодец, молодец, Шац. Можете встать, господин Крюгер? Сразу перейду к моему предложению. Должен сказать, что в детстве я мечтал стать знаменитым охотником, таким, как вы, господин Лоутон. К сожалению, врожденная инвалидность не позволила мне осуществить эту мечту. Мне пришлось довольствоваться, как теперь говорят, сублимацией моей страсти. Шедевры, которые вы видели, да еще шахматные фигуры, вот что стало моими трофеями. Но теперь ваше присутствие здесь дает мне возможность участвовать в самом захватывающем сафари – охоте на человека. Вы будете добычей, а мои зулусы – охотниками. Вы показали себя достойными соперниками, но здесь вы, так сказать, играете на чужом поле. Поэтому для начала я решил дать вам фору. У вас будет время отдохнуть, а потом вас отпустят. Через 3 часа после этого я спущу на вас своих зулусов. От вашей ловкости и мужества будет зависеть, выберетесь ли вы из моих владений или нет. Если уйдете от погони, кольцо, ради которого вы так старались, окончательно станет вашим. А что будет, если нас поймают? Хороший вопрос, господин Лоутон. Вам следовало бы знать, что по традиции зулусы сажают на кол врагов, которые попадают к ним в плен. Вам, европейцам, такая казнь, вероятно, не знакома. В задний проход вводится нечто вроде вертела, вызывая долгую мучительную агонию. Вы дикарь, больной, садист. Вы посмели бросить мне вызов и должны понести наказание. Кроме того, вы были в музее и слишком много знаете. Теперь понимаете, почему я сказал, что вряд ли вам удастся опубликовать ваши интервью и снимки? Почему же вы не хотите убить нас прямо сейчас? Нет, мне больше нравится охота. Будет обидно, если она слишком быстро закончится, и поэтому я хочу дать вам несколько советов. Мои владения достаточно обширны. С восточной стороны они закрыты горами. Прохода там нет. Если вы не скалолазы с солидным стажем, не советую туда лезть. Не советую и южное направление. Там протекает река, а местность болотистая. Кишит кровожадными крокодилами и самыми ядовитыми змеями провинции Натал. Северная сторона, откуда вы пришли, очевидным образом самая удобная, но должен вас предупредить. Она вся контролируется моими зулусами. По дороге сюда вы ничего не заметили, а ведь наблюдали за каждым вашим шагом. Кстати, примите поздравления, вы с честью вышли из испытания с Лендровером. Лично я советую вам пойти на запад. Конечно, вам придется поспешить, это километров 120. А зулус передвигается по лесу со скоростью лошади. Ладно, господа, это все. Перед дорогой у вас несколько часов на сон. Советую ими воспользоваться. Разведите их по комнатам. Есть, сэр. Прошу. Ну чего же мы еще ждем? Пошли. Господа, я хотел бы пожелать вам удачи. Только прошу, постарайтесь, чтобы мне пришлось ждать как можно дольше. Есть одна старая африканская пословица. Гриф – птица терпеливая.
Прощайте, господа. Стоп. Надо решить, в какую сторону идем. Судя по тому, что сказал Каленберг, выбор у нас невелик. Но выбрать можно. Конечно, западная сторона самая удобная, но не только для нас. Для зулусов тоже. Они нагонят нас раньше, чем мы отсюда выберемся. Вот в горы я точно не полезу. У меня от высоты голова кружится. Да еще и нужен опыт скалолаза. Я предлагаю идти на юг. Туда, где болото? Но ведь это же очень опасно. Там крокодилы, змеи. Да, но они не так опасны, как зулусы. К тому же мы можем выиграть от эффекта неожиданности. Полагаю, они начнут преследование в самом удобном направлении, то есть устремятся на запад. Таким образом, мы можем выиграть несколько драгоценных часов. Да и болото их задержит. А нам легче будет замести следы. Это по твоей части тебе и решать. Хорошо. Вы согласны? В таком случае идем на юг. Идите за мной след в след, не отклоняйтесь. Пить хочу, у меня горло болит. Тащи сюда воду. Мало осталось. Воду надо беречь. Ладно, дай ей глоток. Хватит. Пора, сэр.
Хорошо. Выпускай. Есть, сэр. Крюгер, дай мне тесак. На помощь, на помощь! Гэри, на помощь! Не шевелись! На помощь! Клаудио! Я здесь, вот, хватайся, давай, живо! Крюгер, помоги! Давай, тащи! Тащи! Переверни его! Спасибо. Я же сказал идти только за мной, след в след. Ну, пошли. Веселее, не вешать нос. Не пей. Тут полно бактерий. Я умираю от жажды. Потерпи еще немного. Мы должны перебраться через нее. Придется. Плавать все умеете? Да. Конечно. Да. А крокодилов здесь нет? Вот они, посмотри. Где? Слева от тебя. Видишь? На бревна похоже. А перебираться не опасно? Опасно, но зулусы еще опаснее. Они могут настичь нас в любой момент.
Я отсюда не ногой. У нас нет другого выхода. Ты не знаешь, что такое быть посаженным на кол? Лучше крокодилу в пасть. Это быстрее. Ладно. Теперь послушайте. Переплываем по одному. Река довольно узкая. Думаю, переберемся. Я поплыву первым. А вы посматривайте за крокодилами. Нам повезло, они только что поели и сейчас спят. Если полезут в воду, кричите. Договорились? Договорились. Гэри! Гэри! Я больше не могу. Скоро ночь. Остановимся здесь. Эти дикари преследуют нас. Пока не стемнело, надо идти. Кажется, мы сделали ошибку. По-моему, костер ни к чему. Зулусы могут увидеть. Огонь отпугивает диких зверей, а увидеть нас можно только подобравшись очень близко. Надо это поделить. Осталось всего 3 банки. Есть не хочу. Пить. Вот, только глоток. А вы уверены, что мы правильно идем? Без компаса я совсем запутался. Не волнуйся, я хорошо ориентируюсь. Нам надо вперед. Как ты себя чувствуешь? Плохо. Все тело ломит. Голова болит и живот. Ну, москит укусил. Вперед, поторапливайтесь. Послушай, она не держится на ногах, надо сделать носилки. Ты что, спятил? Эти дикари наступают нам на пятки, а ты хочешь, чтобы мы еще и шлюху на себя тащили? А ты как хотел? Бросить ее, что ли? Почему бы и нет? Времени у нас в обрез. Мерзавец ты, если хочешь, иди, катись.
Тогда гони кольцо. Va bene. Ладно. Нет. Нет. Поносила и хватит. Шлюха. Астрид. 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 У меня ноги как лед, а внутри все горит. Соберись, прошу тебя. Dobbiamo andar via. Надо отсюда уходить. Уходи один, Клаудио. Я умираю. No, non dire Нет, не sciocchezze. говори глупостей. soltanto Ты esausto. просто вымоталась. Если бы я так не любила деньги, я не оказалась бы здесь. Клаудио, ты веришь в Бога? Sì, Да, иногда. Дорогой, я счастлива, что стала твоей. anch'io tesoro. Я тоже, любимая. Andiamo. Я тоже. Пойдем.
Черт, где я? Где я? Где я? О, нет. Боже мой. Я вернулся на то же место. На помощь! На помощь!
Смотри, каноэ. Странно, похоже, лодку тащит течением. Надо проверить. Там какой-то мужчина. Подойди вплотную. Он еще жив. Доставим его в лагерь. Получите. Можете пересчитать. Мне бы немного воды. Может, шампанского? Нет. Только воды. Я умираю от жажды. Минеральная вода в холодильнике за вашей спиной. Спасибо. Что-то меня кольнуло. Простите, господин Шалик велел сказать, что вы забыли вот это. Передайте господину Шалику, что это он может оставить себе. Что с вами, вам плохо? Господин Каленберг, срочное сообщение из Рима. Да? О чем речь? Арон Шалик скончался. Ни один не выжил, сэр. Конец фильма. Фильм озвучен корпорацией «Видеофильм» по заказу телекомпании НТВ.